Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите искренние, добрые слова поддержки. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада. Кого ты выводишь из себя, что именно в тебе так раздражает? В конце видео, помимо совета карт, вы услышите совет психолога. Мы не обязаны нравиться всем. Более того, если ты никого не раздражаешь, значит, ты слишком стараешься быть незаметной. Но если в твоем окружении есть человек, который постоянно пытается тебя подколоть, обесценить или просто тяжело вздыхает при твоем появлении, поздравляю, ты стала его личным зеркалом, в котором он видит все то, чего лишен сам. Раздражение – это всегда признанная, но подавленная зависть. Кого-то бесит твоя легкость, потому что он сам привык страдать. Кого-то твоя честность, потому что он живет во лжи. Твое присутствие – это вызов для тех, кто застрял в своей посредственности. В сегодняшнем прочтении мы вычислим твоего поклонника наоборот, да? Портрет недовольного. Кто этот человек, чье лицо меняется, когда ты заходишь в комнату? И красная тряпка, да? Какая именно твоя черта? Внешность, манеры, успех действуют на него как детонатор. И твоя выгода. Как использовать это раздражение в свою пользу и стать еще ярче. Итак, для начала делаю вашу сигнификацию. Какая вы? А потом посмотрим этого раздраженного товарища. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Угу. А у вас почему-то глазки завязаны. Не видите тех, кто пытается вам свинью подложить. Или не хотите замечать. Хотите видеть в людях, наверное, самое лучшее, да? Кто-то осознанно не хочет даже в близких видеть, скажем так, какие-то проявления их. Это больше как в прошлом мне показано. В прошлом, может быть, осознанно не хотели лишаться этих розовых очочков. Может быть, длительное время сами в них пребывали, в этих розовых очочках. Вот такое ощущение, как будто бы жили в своем каком-то вымышленном отчасти мирке. Может быть, вам было в нем комфортно. Тут конкретно против вас, может быть, какие-то были, такие не очень лестные в вашу сторону выпады, замечания, подколочки. Может быть, вы не обращали на это внимания или не придавали этому значения, да? Или опять-таки тут история о не до конца выстроенных рамках, границах. Может быть, вам нужно этот период было прожить для того, чтобы вы сейчас пришли к тому, что нужно держать оборону. Нельзя прощать, нельзя прощать вот эти вот какие-то там выпады, замечания, но идут как по нарастающей. К сожалению, многие люди доброту нашу воспринимают как слабость. Поэтому тут, скорее всего, вас как будто бы учат. Нужно уметь когда-то вовремя поставить человека на место, дать понять, что вы не потерпите нарушения ваших границ. Карта мораль. Добро должно быть с кулаками, да, как Асадов, поэт замечательный, говорил. Может быть, вы лишний раз думали, что, если вы несете этот добро, свет, то, возможно, вы считали окружение такое же. А тут нет, люди разные вас окружают. Тут для многих вы та самая красная тряпка. Вы не похожи на них. И это вполне возможно вызывало вот это вот раздражение, желаться докопаться до сути. Может быть, даже они подозревали вас в какой-то, может быть, двойной игре, лживости. По себе же люди, как правило, судят, да? Может быть, считали вас какой-то, знаете, такой девочка, которая прикидывается. На самом деле она там свои преследует цели, а тут как личину какую-то добропорядочности надевает на себя. Вот тут тоже такое могло проиграться. Какая вы. Но на самом деле вас показывают. Сейчас я покажу. Расскажу. Ух ты. Какая вы.
На самом деле посланник высших сил, очень добрый, заботливый человек, внимательная, заботливая мамочка, нежная. По этой карте, наряду с тем, что вы добрая, но вам ваша эта доброта, она аукнулась токсично, да, где-то опять-таки вы разрешили людям, и они переступали черту. Тут идет использование вас, разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии. Люди пользовались вами, извините, так скажу. У кого-то это даже карта семья и токсичность. Растворились из лучших побуждений, может быть, вы, повторюсь, ничего нет плохого в этом слове, служили близким, родным. Тут карта семья все-таки. Скорее всего, вы как должное воспринимали, может быть, то, что вы в первую очередь закрываете потребности, реализуете там какие-то мечты своих близких. Ну, скажем так, их ставили на первое место. А себя, свои там какие-то потребности, не говоря уже там о мечтах каких-то, может, задвигали, да, куда-то подальше. Тут вот такое идет, тут как деформация какая-то идет. По идее, вот тем более это так чудно, потому что женщина-то очень яркая, вас в социуме замечают, красивая, привлекательная, харизматичная, энергетически наполненная. Тут многие хотят быть рядом с вами, подпитаться этой энергетикой, да, ну, давайте честно сказать, вампирчики, да. Но при этом с вас берут пример, вы умеете себя преподнести, при желании тут обаять, тут даже и без желания. Опять-таки, поддерживаете в трудную минуту, это у вас как-то так естественно происходит, в принципе, да. Райская птичка, для многих мужчин архетип любовницы, ухоженная, вечно на позитиве. Вот тут нюанс в этом и кроется, знаете, еще какой, что вы уже сами по себе такая счастливая, лучезарная, привлекательная, как будто бы вот эту энергетику вы где-то раздаете всем. Я не говорю, это плохо или хорошо, но нет такого ощущения, знаете, что мужчине нужно что-то там преодолеть, приложить усилия для того, чтобы именно ему вы улыбались, именно для него вы были вот такой, вот, понимаете? Тут как будто бы вы видите во всех людях, может быть, хорошее, и априори не играете по их правилам, да, вот как будто бы у вас есть свое видение этого мира, но вы уже тут и пострадали от этого, вы уже понимаете, что, да, не все люди разделяют ваше видение, опять-таки, взаимоотношений. Тут с удовольствием люди пользуются вашей добротой, вашим каким-то отношением, то, что вы скорее там поддержите, то, что вы дадите шансы. Вот, ну, мне так идет, девочки. Вы уже тут не раз страдали от этого. Вот это вот еще карта самая обидная, когда это в семье. Ну, если изначально так было заведено, да, что потребности близких на первое место. А свою ценность, себя как женщины. Тут карта скоробей, в принципе, ценность, духовные ценности, желания, потребности. Тут как будто бы пора подумать о себе, девочки. Понимаете, если бы тут была пустышка какая-то, да, которая, вот, хорошо, семья, вот, уверенность, это прекрасно все, поддержка близких, а тут вы сами по себе очень ценная. Вы себя обесценивали и позволяли другим это делать. Ну, простите, так мне идет сейчас. Вот такая ваша сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Кого ты выводишь из себя? Что именно в тебе так раздражает? Так, лицо этого хейтера. Кто этот человек в твоем окружении? Его типаж и манера общения с тобой. Может, это будет лесть, может, это наоборот, там какие-то другие проявления. Так, главный триггер. Что именно в твоем поведении или внешности вызывает у него мгновенную вспышку этой агрессии или зависти, да? Что именно? Его дефицит. Что, чего ему не хватает из того, что есть у тебя в избытке? Теневой эффект. Как это раздражение влияет на твое поле?
крадет оно твою энергию или наоборот, подпитывает ее. Может, вы там улыбаетесь, вы прекрасно понимаете, все осознаете. Так, совет. Как тебе реагировать на этого человека, чтобы его негатив превращался в твое топливо? Так. Расклад. Так, кто в это лицо хейтера? Кто это, да, человек в твоем окружении? Его типаж и манера общения с тобой. Главный триггер. Что именно в твоем поведении, внешности вызывает у него мгновенную вспышку ярости, агрессии, зависти? Его дефицит. Чего ему не хватает из того, что у тебя в избытке? Теневой эффект. Как это раздражение влияет на твое поле? Крадет твою энергию или наоборот, подпитывает ее? Может, вы уже тут, умудренная опытом, уже научились трансформировать эту всю негативную энергию, да? Сублимировать негативную энергию и направлять ее в позитивное русло для себя любимой. Совет. Как тебе реагировать на этого человека, чтобы его негатив превращался в твое топливо? Начинаем. Первое. Лицо этого человека. Ага. Одиночка. Семья. Интересно. Ну вот сразу же мне его показали. Крадник, желание украсть, желание подпитаться и ключики подбирает. Ну, давайте, для начала я хочу посмотреть, это мужчина или женщина. Ой! Это мужчина или женщина? Ух ты. Что это? У кого-то мужчина, у кого-то женщина? Вы можете быть связаны по работе, показано. Камуфлируется мутный человечек. При этом критика, паж мечей, по пажу мечей. Ну давайте так, мне больше показана женщина. Вот не зря они толком не показывают. Может быть, у кого-то это и мужчина проиграется, да? У кого-то женщина. Ну, почему-то они не хотят показывать. Давайте, в любом случае, это очень мутный такой человечек. Я больше буду привязываться все-таки женщина. Она себя позиционирует, ну это человек, да, ну это женщина, я буду говорить, по тузу пентаклей удачливая, я такая, прям все у меня хорошо, замечательно, по работе можете пересекаться, да, человек может заниматься каким-то тут монотонным трудом, очень много тайн, недосказанностей, по пажу мечей критика, любит вот эти такие какие-то колкие замечания. Но это же еще паж мечей, это архетип серого кардинала, да? Держится в тени, сплетни собирает, передает, сам 5 копеек может вставить, не сдержанный на язык. Иногда может что-то ляпнуть, потом иногда даже жалеет по поводу, что он ляпнул, этот человек. Так, если это женщина... Манера общения. Пытается к вам ключики постоянно подобрать, при этом карта крадник, это человек у вас пытается украсть, правда, хорошие эмоции, испортить. Вот у вас классное настроение, нет, надо что-то такое вот сказать, чтобы это настроение испортить. Возможности, способности. Я имею в виду критика. Вы там что-то новое какое-то дело только начали, допустим, да, или... такие воодушевленные, и тут человек вам скажет тут 10 против того, чтобы вы этим занимались, да, и вы такие, как воздушный шарик, можете в воздухе себя выпускаете и думаете, блин, нафига ты мне встретился, да, но это ваша реакция, это вы просто должны уметь этому противостоять и понимать, человек преследует свои цели, он подпитывается этой энергией.
Опять-таки, женщина, если, ну, женщина-мужчина по карте подсолнух очень легко приспосабливается к любому человеку. Вот как этот цветочек подсолнуха за солнышком, так и он может вот манипулятивный, хороший манипулятор, хороший психолог на самом деле, найдет подход и к начальству, тут при любом режиме выживет такой человек. Сам по себе, ну, не знаю, мне показана одиночка, но, ну, то ли замужем, то ли женат, ну, скорее всего, как замужем, да, допустим, женщина, но она себя чувствует одинокой в этой семье. Ну, то ли нет поддержки, там, супруга, то ли, в принципе, если с таким характером, то она уже всех подзадолбала, я думаю, токсичненькая. То есть при наличии семьи она чувствует себя одинокой. У кого-то это прям может быть из-за этого и гиперактивность там на работе, желание самоутвердиться в чем-либо. Поэтому человек чужой жизнью живет, занимается, интересуется, ключики ко всем подбирает. Это вот такой типаж. Не глупая, да, паж мечей никогда глупым не бывает. И характер дряной, отвратительный характер. С ним предпочитают, с этим человеком, лишний раз не связываться, но хотят или не хотят, этот человек находит ко всем подход нужный. Если ему что-то нужно, он тут может быть, этот человек белым, пушистым, то есть белая пушистая зайка. Сейчас я вот это уточню, тут эволюция, подсолнух. Тут знаете еще какой подход? Допустим, смотрим женщину, да? Она довольно-таки легко обучаема, легко приспосабливается, но помимо того, что она приспосабливается, она тут по карте эволюция может обучаться, находить новые темы для разговоров, то есть общие темы, там, пускай это будет то ли ваши недоброжелатели, она найдет с ними общую тему. Если это ваши там единомышленники, она также найдет общие темы. Вот так вот. Так. Хотела спросить. Ну, с этой женщиной очень тяжело. Она вот пытается кому-то тут, как будто, как вам сказать, типа дружить, да. Ну, мало кто хочет с ней искренне дружить. Знают все, как будто бы ее. Вот, она так токсична, но при этом и она желает себе подчинить. Вот тут как-то так. На самом деле тут одиночество. Искренне мало кто ей радуется, да, ее общению с ней. Тяжелая ноша. Поэтому она ищет какие-то другие рычаги управления, вот как-то так. Такая своеобразная. Какое-то искореженное, извращенное понимание у нее вот взаимодействия. Ей хочется сразу подчинить людей и заставить вот, прогнуть как-то по-своему, чтобы было, вот, вернее, по ее вот все. Как-то так. Навязать свои правила игры. Довольно-таки хитрая, но характер отвратительный. Так, что именно в твоем поведении или внешности вызывает у него мгновенную вспышку агрессии или зависти? Что это? Что это? Ух ты мой, какие тут карты. В чем это? Ну, давайте так. Вас человек считает нестандартной. Вас считают женщиной, которая умеет противостоять всяким, может быть, многоходовочкам. Тут уже не первый раз этот человек, ну, это женщина, наверное, да, для многих, пыталась вам подложить свинью. То есть, может быть, даже навязывалась вам в подруги, может быть, какие-то там пыталась, как это, втюхивать, да, какие-то там предложения были заманчивые, связанные с работой, перспективы, там, ну уж не знаю, там, если это рабочие опять взаимоотношения, сами понимаете, у каждого свои какие-то там рабочие нюансы. И вы, а тут как будто бы, а вы неизменно то ли, ну это как-то с этим сталкивались, и вы обходили ее то ли десятой дорогой, то ли пытались уйти из этих ограничений. Тут цель этого всего — подчинить, контролировать вас,
сделать вас уязвимой, вплоть до того, что тут какие-то даже про вас узнавать нюансы, какие-то моменты, дабы в будущем это использовать. Ну, как-то так. Так вот, что именно в вашем поведении, внешности вызывает вспышку агрессии и зависти? Зависть и агрессия – это то, как на вас мужчины реагируют. Тут карта соперник. В принципе, она вас считывает довольно-таки сильно, нестандартно. И при этом она считает, что у вас есть какие-то тут моменты, у вас есть внутри такая какая-то сила. По этой карте я буду считывать это умение противостоять этой женщине. Вы избегаете этих каких-то капканов, каких-то клеток. Вы не хотите, в принципе, не находиться ни у кого тут особо, не то что там подчинении, а добровольно в эту клетку какую-то заходить, да, погружаться. Опять тут, ну давайте посмотрим. У кого-то тут внешности ваши, и ее выпешивает, вы можете абсолютно не обращать внимания на какие-то восхищенные взгляды мужские, а ее, допустим, этот мужчина, который на вас так смотрит, ее он интересует, но она там прикладывает максимум усилий для того, чтобы его заинтересовать, а вы тут как будто бы вообще ничего не прикладываете, этот мужчина восхищенно на вас смотрит. Вот это вот тут такое может быть. При этом она вас не понимает. Тут может быть ваше увлечение психологией, эзотерикой, это тоже и для нее, оно ее обескураживает. До конца она не может понять, как с вами вести, ну, диалог, дела вести. Тут даже, знаете, ее какие-то схемки, ее, может быть, провокации, может быть, там какие-то заманухи, типа, тут карта жадность, да, кого-то она может к себе приблизить и использовать, проманипулировать, допустим, там, ну, не знаю, деньгами кого-то привлечет, какими-то возможностями, то, что для нее имеет ценность, а с вами это не работает. У вас другие какие-то ценности, увлечения. Может, в принципе, вы хотите держаться от нее подальше. Вот тут вот это ее больше всего выбешивает. Ну, трудно вами манипулировать, трудно из вас сделать эту марионеточку. Бесплодно, по большому счету, вас привязывать как-то, как бы она тут ни старалась. Вы как будто бы обходите ее ловушечки. Вы ее видите насквозь. Ну, у кого-то тут агрессия, зависть, опять-таки, вот ваше влияние на какого-то мужчину. Мне такое идет, как будто бы вы можете оставаться самой собой, рядом, может быть, с мужчинами, с мужчиной, а у нее тут желание завоевать, опять-таки, как-то так вот, как лисичка, подлезть, что-то тут как-то использовать, опять-таки, вот как будто бы ей приходится прикладывать усилия, чтобы мужчин удержать, заинтересовать, вот так вот. А ее еще больше выбешивает, что а вы самой собой остаетесь, и вы интересны. Еще она может беситься из-за чего? Из-за того, что ей кажется, что вам жизнь, шансы какие-то преподносит. Может быть, ей кажется, что для вас, вам это все легко дается. Вот со стороны ей так кажется, да? Шансы в вас в жизни появляются, хотя на самом деле она может 100% не знать, что вы, допустим, за этими шансами тут ваш титанический труд скрывается, да? И годы работы над собой. Следующее смотрим. Чего именно ей не хватает из того, что есть у тебя в избытке, дефицит ее? Ух ты, ну вот ей не хватает сразу первым делом. Вот, тут я же не зря говорю, как соперничество. Она видит в вас сильную соперницу, женщину, которая манит, привлекает мужчин. Ну, вот темперамент, страсть, вот тут такое. Не хватает. Чего ей не хватает?
Ну, тут еще, знаете, она, помимо того, что, да, я там озвучивала, она развивается, она интересуется многим, но при этом она остается, как вам сказать, все равно вот какой-то одной типаж, как в одном амплуа. Ну, застыла она, хотя при этом может новые знания получать, использовать. Но она, как вам сказать, она эти знания использует не для того, чтобы развиваться там духовно, да, духовный рост развития, а для того, чтобы, ну, использовать людей, для того, чтобы добиваться, может быть, своих каких-то корыстных там у нее намерения. Вот тут такое. И ее, вот ей чего не хватает. Тут зависть. Она вглядывается в вас, и она пытается разобраться, почему там у вас там в чем-то идет развитие, почему, может быть, даже вы не боитесь идти во что-то, а ну, она себе этого или не может позволить, или стопорится. Первое, вот вас она видит сексуально привлекательно для мужчин. Это тоже вот для нее. И в принципе, давайте так, страсть, темперамент я буду в большей степени это считывать не в плане сексуальном, да, а давайте я буду это считывать как умение ярко проживать свою жизнь, стремиться, по крайней мере, к этому. Может быть, страсть, в принципе, к жизни, вот, вкус жизни, вот это такое вот, может быть, ну, человек смотрит, а вы идете там по улице, улыбаетесь, да, она тут, она у нее все и хорошо, и она все равно ничему не рада, вот тоже такое может быть. Любовь к жизни ваша, вот, тут мне так идет. Чего не хватает? Молния, предчувствие, башня. Так, о чем башня? Это стабильность ваша. Это о чем? Помирание. Но опять-таки, вы для нее не до конца понятны. Ей не хватает, вот, кстати, у вас, скорее всего, идет сейчас запрос духовный рост, развитие. Вы ищете себя, тут видите теневая сторона, белая, черная, дуальность, пытаетесь разобраться в себе, может быть, новую дорогу какую-то свою нащупать, свое призвание, реализацию раскрыть, вот тут предчувствие того, что старое может рухнуть в один момент, и на это опираться не нужно, нужно искать новое, нужно искать себя. Опять-таки, это где-то ваша смелость, это где-то ваше уже осознанное желание изменить свою жизнь. Вот. Вот, кстати, вот этому, вот этой вашей где-то, ну, у кого-то это смелость, повторюсь еще раз, у кого-то это уже осознанное желание менять что-то. Вот этому она, кстати, тоже завидует. Может быть, человек где-то на своей зоне комфорта застряла, и она не готова распрощаться с тем, что у нее есть. При этом эти ее стандартные какие-то модели поведения, они-то вроде бы и работают, да, но опять-таки там нет и неискренне ни друзей. Ну, какие-то могут быть искренние друзья, если она манипулирует, стравливает людей, и она пытается, опять-таки, как дергать за ниточки марионетками ими, да, этими людьми. То есть, ну, что посеешь, то и пожнешь. А тут у вас как будто бы, даже если у вас не очень какие-то хорошие времена, да, если вы тут можете запутаться в чем-то, но вы выходите из этого, и вы ждете, и идете, не то, что там ждете, вы в предвкушении чего-то нового, и новые эти шансы вы готовы идти брать. Вот как-то так тут тоже. Она как будто не знает до конца, чего от вас ожидать. Вот это вот еще. Она не может вас до конца просчитать, не знает, с кем она имеет до конца дело. Она вас не понимает. Вы другая, вы как будто из другого теста. Ну, не лучше, не хуже, другая просто. Так, смотрим. Как это раздражение влияет на твое поле? Крадет она твою энергию или наоборот подпитывает ее? Ух ты. Ярость, переход на новый уровень, добро, дом, сон, монета. Да я вам хочу сказать, не крадет оно ничего. Вообще нет.
Тут вы можете столкнуться с ее проявлениями, и в ответ у вас тоже могут быть вот такие какие-то, ну, агрессия, злость. Но это вас сподвигает к развитию. Это вам лишний раз как подсказочка. Нужно двигаться вперед, да, вот переход на новый уровень. Даже если у вас там какие-то моменты прокрастинация, не хватает там сил, смелости, не знаю, мотивации, то вы лишний раз думаете, да, я все правильно делаю, мне нужно. Вот этот вот, чтобы дирижабль поднялся в небо наконец-то. Наконец-то я себя реализовала. Более того, я вам хочу сказать, вы очень адекватно оцениваете эту женщину, да, там, или у кого-то это мужчина, ну, в основном это женщина, этого человека. Вы четко понимаете, при этом вы говорите, я не хочу пользоваться ее, допустим, ее какими-то... Сейчас, девочки, извините, проверила, пишу или нет. Как это правильно? Бог ты мой. Я не хочу пользоваться, допустим, не то, что там ее моделями поведения, а ее там как проявлениями, да, это все вот так вот использовать. Я не хочу там манипулировать людьми. Карта мораль. Я выбираю свой путь, свою дорогу, открытые ладони. Я хочу честных, прозрачных взаимоотношений. Лучше не как, чем как-нибудь. Лучше у меня будет это минимальное количество моих друзей, близких, но я буду в них уверена, и это будут мои единомышленники, да, я не хочу вот этот создавать ореол там великого множества типа друзей-соратников, когда на самом деле там ты поворачиваешься, тебе кинжал в спину летит, а у нее вот такая какая-то жизнь, вот так вот она живет по этим правилам. Вот тут вот как-то она применяет такие какие-то приемы, которые, ну это не ваше, вы говорите, нет, спасибо, подальше. То есть вот это раздражение этой женщины, эта агрессия, она вас заставляет где-то улыбнуться, где-то сподвигает вас даже в развитии, даже дает для вашего развития, дает вам понять, что вы идете правильной дорогой. Но периодически тут карта дом, сон, монеты. Тут даже говорят, даже периодически вам и нужно. Не то, что там общаться с ней, да, просто может даже какую-то информацию о ней узнавать, может быть даже с таким типажом. Это вас как вот, ну не знаю, некрасиво скажу, как кого-то это как встряхнет вас, да, даст понять, что нет, назад дороги нет, я не хочу дальше. В это болото с этими людьми нет, у меня совсем другие приоритеты в жизни. Как выводит вас из вашей зоны комфорта, из вашего какого-то оцепенения. Карта сон. Сон, дом. Может быть, вам периодически кажется, да все, хватит, у меня все неплохо, да, ну зачем я буду там что-то пытаться, пыжиться, выше головы прыгнуть, а потом как будто бы пообщаетесь, может, с этой женщиной или с таким же типажом каким-то и думаете, о, нет, нет, мне надо еще столько всего успеть, я хочу своей дорогой идти, тут 100% назад возврата нет в это все. Наоборот, вам говорят, это как мотивация для вас лишний раз. И подсказка, я иду правильной дорогой. И более того, вам говорят, вы можете тут заработать очень много денежек, когда вы выйдете из вот этого сна летаргического, из этой зоны комфорта. Карта дом, сон, вот такое где-то, может быть, у вас ощущение, надо еще сил набраться, восстановиться. Но вот после этого, мои хорошие, с понедельника, да, как всегда, с Нового года начинаем. Тут во благо себе любимым зарабатывать денежку. Да. То есть я не вижу тут прям для вас негативно. Вы научились как-то смотреть на это все понимающе, снисходительно, иронично и делать правильные выводы. Да. Собаки лают, караван идет. Последний совет. Как тебе реагировать на этого человека, чтобы негатив превращался в твое топливо? Ну, вы уже умнички, вы уже научились. Всадник, шабаш, цветете, прошлое, усталость. Ну, вам говорят, вообще-то, честно говоря, ну, вы уже различаете, да, умеете различать. Поменьше таких людей, конечно, нужно подпускать на постоянку к себе. Так как эти люди высасывают энергию из вас, опять-таки.
Так, реагировать. Как реагировать? Как реагировать? Шабаш, цветете. Ну, по карте букет цвести и пахнуть, да, заниматься своей какой-то, хотел сказать, индивидуальной деятельностью. По карте шабаш, может быть, подсказки смотреть какие-то, расклады Таро, психология элементарно даже, я вам хочу сказать, просмотрите, как противостоять манипуляциям. Может быть, какие-то вы для себя почерпнете интересные данные, да, вот, как, допустим, по карте всадник появится, кто-то на вашем пороге похожий, да, вот, как реагировать на человека, а тут вы уже владеете информацией, вы знаете, как на место поставить, как обратить эту манипуляцию против него, минимум, как озвучить это, дать понять человеку, что вы понимаете, что происходит, что он пытается делать, да, в отношении вас, как будто бы этот опыт использовать. Но при всем при этом на этом всем не зацикливаться, идти дальше, так как это все высасывает много энергии. Усталость, черная кошка. Как будто в это все, если погружаться, да, знаете, зацикливаться на этом всем, то это высасывает много энергии. Вы даете подпитку этому человеку, этой женщине. А тут больше заниматься своим. Вот. Вот говорят, ты будешь своим делом каким-то заниматься, цвести и пахнуть, и ты будешь этим наполняться. Да? И, то есть не возвращайся в это прошлое уже. Ну зачем? Ты это уже прожила, ты уже прекрасно осознала. Ничего хорошего от этого человека тебе не ждать. Все. То есть ваше топливо это в вашем каком-то занятии, в вашем увлечении. Вот так вот. Как-то так мне идет, девочки. И, девочки, финальное заключительное слово, да, финальный инсайт. Мы выводим из себя только тех, кто не в ладу с собственной тенью. Психологически ваша яркость ослепляет того, кто привык жить в полумраке, компромиссов. И совет. Не делайте свой свет тише, чтобы кому-то не резало глазки, да. Ваша задача не нравиться всем, а быть верной самой себе. Идти своей дорогой. Те, кто не выдерживает вашего ритма, просто должны сойти с дистанции. Теперь вы знаете правду. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.